Дорогие друзья, всем добрый день! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный суп с фрикадельками и вермишелью. Для фарша я использую говядину и свинину. Свинину вы можете заменить на индейку или курицу. Прокрученный фарш обязательно убираю в холодильник минимум на час. Также в этом супе я буду использовать различные овощи и зелень. Для начала мелко измельчаю лук. В принципе, раз этот суп у меня с мелкими макаронными изделиями, с вермишелью, то и все овощи я буду нарезать мелко. Морковки для этого супа я беру 2, так как она даст нам нужный вкус и цвет. Обязательно использую 1 сладкий мясистый красный перец. Также нарезаю его мелким кубиком. Картофель нарезаю небольшими брусочками. Помидоры я не очищаю от шкурки, но нарезаю на достаточно мелкий кубик. Для этого супа я беру немного петрушки, кинзы, базилика и укропа. На растительном масле я обжариваю лук. Обжариваю его недолго, затем добавляю морковь. Как только морковь поменяет цвет, добавляю болгарский перец. Через 2-3 минуты забрасываю картофель. Картофель всегда важно добавлять до помидоров, иначе из-за их кислоты картофель станет стеклянным. Он будет не очень приятным на вкус и на текстуру. Как только он пропитается маслом и слегка обжарится, добавляю помидоры. А еще через минуту томатную пасту. Благодаря томатной пасте суп станет яркого, красивого цвета. Все овощи прогреваю минут 5 и затем заливаю их водой комнатной температуры. Добавляю соль и черный перец и оставляю вариться до закипания на среднем огне. За это время делаю фрикадельки. Для этого очень мелко измельчаю 1 небольшую луковицу. В фарш добавляю 2 столовые ложки манки, лук, соль и черный перец. Фарш очень хорошо вымешиваю, как тесто, минут 5. По нему видно, как он меняет свой цвет и текстуру. В супах я люблю, когда фрикадельки очень маленькие, чтобы их было приятно есть. Поэтому фарша беру не больше чайной ложки и раскатываю маленькие фрикадельки. Я это делаю достаточно быстро, но если у вас нет такого навыка, то советую приготовить фрикадельки заранее, а потом уже начать варить суп. Когда вода в супе закипела, забрасываю фрикадельки. Важно сделать это именно в закипающую воду, так как тогда они не разварятся. Из 500 грамм фарша получается очень много маленьких фрикаделек. Как только фрикадельки сварятся, добавляю вермишель. Хорошо перемешиваю, чтобы вермишель не прилипла к дну кастрюли. Обязательно добавляю сушеный фиолетовый базилик. В супах, где есть макаронные изделия и мясо, он придает необыкновенный вкус. Варю минут 5, и как только вермишель готова, закидываю зелень. Все хорошо еще раз перемешиваю, проверяю на соль и выключаю. Суп получается очень ярким, наваристым, в нем много фрикаделек и овощей, а бульон очень вкусный. За счет манки эти фрикадельки очень нежные. Обязательно попробуйте приготовить такой суп и поделитесь своим мнением в комментариях. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня!